Тихий океан настолько огромен, что может вместить все континенты Земли. В его глубинах находится самое глубокое место на планете, где давление воды превышает 1000 атмосфер. Но самое удивительное, большая часть этого океана до сих пор почти не исследована. Под толщей воды скрывается мир, который люди начали открывать лишь совсем недавно. Здесь простираются огромные подводные горные хребты, глубокие каньоны и равнины, сравнимые по размерам с целыми континентами. В этих водах обитают миллионы видов живых существ, от крошечного планктона до крупнейших животных, когда-либо живших на Земле. И именно здесь находится Марианская впадина, самая глубокая точка нашей планеты. Ее глубина достигает примерно 11 километров. Если представить, что самая высокая гора Земли, Эверест, опустится на ее дно, вершина этой горы все равно окажется почти на 2 километра ниже поверхности океана. На таких глубинах царит абсолютная темнота. Солнечный свет сюда не проникает. Температура близка к нулю, а давление настолько велико, что способно разрушить большинство известных материалов. И все же жизнь существует даже здесь. Ученые находят в глубинах Тихого океана удивительных существ, прозрачных рыб, необычных ракообразных и организмы, которые способны создавать собственный свет в полной темноте. Но Тихий океан важен не только своими глубинами. Он играет огромную роль в жизни всей нашей планеты. Огромные массы воды накапливают тепло Солнца и распределяют его по Земле, помогая формировать климат. В его водах зародились первые формы жизни, а сегодня миллиарды микроскопических организмов в океане продолжают производить значительную часть кислорода, которым мы дышим. И чем больше ученые изучают Тихий океан, тем яснее становится: этот огромный водный мир хранит еще множество тайн. Так что же мы на самом деле знаем о самом Большом океане Земли? Как он появился? И какие удивительные открытия еще скрываются в его глубинах? Давайте попробуем разобраться. Самый большой океан Земли. Тихий океан – крупнейший водный бассейн на нашей планете. Его площадь составляет около 165 миллионов квадратных километров. Это больше, чем площадь всех континентов Земли вместе взятых. Если бы Тихий океан был отдельной планетой, он все равно оказался бы одним из крупнейших объектов на поверхности Земли. Он простирается от берегов Азии и Австралии до западного побережья Северной и Южной Америки. С севера океан ограничен Беринговым проливом, а на юге соединяется с холодными водами Южного океана вокруг Антарктиды. Из-за таких размеров Тихий океан играет огромную роль в климате всей планеты. Огромные массы воды медленно накапливают тепло от Солнца и постепенно распределяют его по всей Земле. Именно поэтому океан помогает сглаживать климат и предотвращает резкие перепады температуры. Можно сказать, что Тихий океан работает как гигантский регулятор климата планеты. Почему он называется «Тихим» интересно? Что название «Тихий океан» появилось из-за исторического недоразумения. В XVI веке португальский мореплаватель Фернан Магеллан пересек этот океан во время своего кругосветного путешествия. В те дни море было спокойным, и он назвал его «Мар Пасифико», что переводится как «мирный» или «тихий». Но на самом деле Тихий океан далеко не всегда спокойный. В его водах часто возникают мощные штормы, тайфуны и гигантские волны. Здесь проходят одни из самых сильных циклонов на планете. Таким образом, название оказалось скорее красивым, чем точным. Огненное кольцо планеты. По краям Тихого океана проходит одна из самых активных геологических зон Земли – Тихоокеанское огненное кольцо. Это огромная область, где сосредоточено около 75% всех действующих вулканов планеты. Здесь встречаются тектонические плиты, гигантские фрагменты земной коры, которые медленно движутся
и взаимодействуют друг с другом. Когда плиты сталкиваются или скользят одна под другой, возникают землетрясения и извержения вулканов. Именно поэтому многие страны, расположенные вокруг Тихого океана, Япония, Индонезия, Чили, часто испытывают сильные землетрясения. Но эти процессы играют важную роль в формировании рельефа планеты и создают новые острова и горные цепи. Тихий океан – дом для огромного количества живых организмов. Здесь обитают коралловые рифы, гигантские стаи рыб, морские черепахи, акулы и киты. Но самые важные жители океана – это вовсе не крупные животные. Это фитопланктон, микроскопические водоросли, которые плавают в верхних слоях воды. Используя солнечный свет, они проводят фотосинтез – процесс, при котором создается кислород. По оценкам ученых, около половины кислорода в атмосфере Земли производится именно такими микроскопическими организмами в океанах. Это означает, что каждый второй вдох, который мы делаем, связан с жизнью в океане. Океанические течения Тихий океан также являются частью огромной системы океанических течений. Течения – это гигантские потоки воды, которые перемещаются по океанам под воздействием ветров, температуры и вращения Земли. Они работают как огромные конвейеры, перенося тепло и питательные вещества через тысячи километров. Например, теплые течения могут переносить тепло из тропических регионов в более холодные области, помогая поддерживать климатический баланс планеты. Без этих течений климат Земли выглядел бы совершенно иначе. Тайны глубин. Несмотря на все современные технологии, люди исследовали лишь небольшую часть океанских глубин. По данным океанографических исследований, более 80% океанского дна остается малоизученным. Это означает, что в глубинах Тихого океана могут скрываться тысячи неизвестных видов животных, подводные горные системы и даже новые геологические процессы. Каждая новая экспедиция приносит открытия. Ученые находят новые формы жизни, необычные экосистемы и удивительные явления, которые раньше казались невозможными. Тихий океан – это не просто огромная водная поверхность. Это сложная система, которая влияет на климат всей планеты, поддерживает жизнь в океанах и играет ключевую роль в экосистеме Земли. Его глубины по-прежнему хранят множество тайн. И, возможно, самые важные открытия об океане еще впереди. Когда мы смотрим на карту Земли, легко забыть, что большая часть нашей планеты – это вода. Но именно эта вода делает Землю живой. И чем больше мы узнаем об океанах, тем яснее становится. Наш мир гораздо сложнее и удивительнее, чем мы могли представить. Если вам интересны тайны нашей планеты, космоса и природы, подписывайтесь на канал «Пульс Вселенной», чтобы не пропустить новые путешествия по самым удивительным уголкам Земли и Вселенной.